Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы с вами уделим внимание высокосному году 2024. Поговорим, насколько этот 2024 год будет проклятый, что ни в коем случае нельзя делать в 2024 году, чтобы вы могли не только сохранить свои деньги, но и приумножить. Обращаем ваше внимание, что у нас начнется с вами 2024 год с магнитных бурь. Поэтому, пожалуйста, те люди, которые метеозависимы, будьте внимательны и осторожны. Ну а теперь давайте поговорим о том, что же нам ожидать от высокосного года. Все мы знаем, что высокосный год, как бы мы не хотели смотреть в позитивном ключе, все равно нужно смотреть реально на те или иные вещи, которые сейчас происходят в мире. И хотим мы или нет, но у нас в мире на 2024 год запланированы очень много важных событий. Это начиная от выборов. Вы знаете, что во многих странах будут происходить выборы, будут выбираться новые главы государств. У нас во многих странах на сегодняшний день происходят не очень хорошие события. Кроме того, ко всему еще будут всевозможные катаклизмы. Кроме того, у нас, вы видите, да, что уже происходит в Китае, и это также близится и в другие страны. Но если мы с вами будем находиться и знать, как правильно поступить в той или иной ситуации, то знайте, что вы сможете 2024 год прожить легко и удачно. Вообще, сам по себе высокосный год считается опасным. Особенно это касается денег. И мы хотим с вами поделиться некоторыми правилами, с помощью которых вы действительно сможете прожить 2024 год легко. Итак, первое и очень важное правило на 2024 год: ни в коем случае не меняйте работу. Дело в том, что даже если вам на новой работе обещают золотые горы, и вам обещают какие-то интересные перспективы, вам обещают то, что нет у вас на прежней работе, 10 раз подумайте, почему. Дело в том, что высокосный год и его энергетика, вибрации будут очень влиять на каждого из нас. И если человек будет делать какие-то необдуманные действия, спонтанные действия, потому что у него будут играть эмоции, он будет обижен на что-то или на кого-то, то есть, соответственно, поменяв работу в 2024 году на эмоциях, на впечатлениях, на обиде, то, знаете, ни к чему хорошему вас не придет на новой работе. Даже если на старой работе у вас проблемы с коллективом, ну, знаете, есть ябеда-корябеда, то знаете, что и в новом коллективе будет та же ситуация. Вы знаете, когда нездоровый воздух в коллективе, то очень сложно работать, потому что постоянно ссоры, скандалы, кроме того, знаете, какой-то террариум. Этого не должно быть. Также в 2024 году не спешите делать какие-либо необдуманные и спонтанные покупки. Это касается крупных покупок. В первую очередь это может быть, например, машина, квартира, дом, земля. Конечно же, если вы в 2023 году или ранее уже запланировали, что вы приобретете, и вы на данном этапе ищете, то есть ваши энергии, ваши мысли заранее были направлены в это русло, то, знаете, в таком случае не принесет именно это действие никаких потерь. Ну а если это спонтанно, то, знаете, у вас могут быть проблемы. Далее очень важный совет, рекомендация. Пожалуйста, в 2024 году, пожалуйста, старайтесь хранить деньги в наличном виде. То есть вы можете получать деньги и на карточку, да, на банковскую карту. Многие получают, это нормы современного мира. Но вот сразу идите и снимайте деньги. Если у вас стоят лимиты на банковских картах, то есть по закону вы не можете в день снять больше какой-то суммы, да, растяните это на несколько дней, на неделю, но их снимайте. Почему? Потому что в высокосный год будут происходить неполадки в электронных кошельках, будут происходить сбои в системах, и многие люди, если вот так будут высокомерно относиться к деньгам, они просто-навсего могут их потерять. Кроме того, мы сейчас видим, что происходит в одной из стран, где хакеры просто-навсего
просто-навсего поигрались, и это привело к достаточно большим потерям, и сегодня люди, к сожалению, в своих банкоматах не могут снять свои заработанные деньги, также связь нарушена и так далее, и так далее. Но в 2024 году это будет достаточно часто, поэтому подумайте о том, чтобы деньги были при вас. Также еще одно очень важное правило, которое мы рекомендуем вам соблюдать в 2024 году. Всегда, везде, где бы вы ни были, пересчитывайте деньги. Ну, например, вы стоите на кассе и рассчитываете за какие-то товары. Вам дают сдачи. В таком случае обязательно эту сдачу посчитайте, потому что люди могут считать одно, а давать банкнотами совсем другое. Пока вы у кассы вы можете посчитать и объяснить кассиру, что он допустил ошибку. А когда вы уже отошли, пришли домой, все-таки, знаете, обидно кому-то подарить деньги. Также, находясь в общественных местах, будьте на протяжении 2024 года бдительны, смотрите за своим кошельком, за своей сумкой и старайтесь варежку не раздевать. Очень многие, к сожалению, не верят в это, думают о том, что это все ерунда. Кто верит в високосный год, знаете, просто 2024 год по своей энергетике он будет достаточно такой вот, знаете, хаотичный. То есть здесь хорошо, здесь плохо, здесь хорошо, значит спад, подъем, и так будет на протяжении всего 2024 года. Ну а когда вы мудры, когда вы терпеливы, когда вы имеете холодную голову, не эмоции, то тогда и в вашей жизни все будет происходить по-другому. Далее, пожалуйста, на протяжении 2024 года не спешите брать деньги в долг и сами никому не давайте. Дело в том, что давая в долг, вы тем самым просто эти деньги дарите, и вам никто не вернет. Также это касается кредитов на те или иные товары, которые сейчас вот модно, да. Если у вас нет какой-то острой необходимости это приобретать, то лучше подождите, возможно, подсоберите денежку и только после этого купите. Но в долги вот старайтесь не влезать. Лучше себе задать вопрос: а можете ли вы без этого прожить? А как-то можно ли, возможно, подсобирать? Возможно, что-то можно бэушное у себя дома продать, какой-то хлам, мусор, и таким образом уже приобрести то, что вам нужно. Просто будьте очень внимательны и осторожны в 2024 году. Дело в том, что многие люди, знаете, пока по голове, по шапке не получат, не думают об этом. Поэтому мы вот уже заранее стараемся вам проговорить те или иные моменты, чтобы вы все-таки, знаете, вот на легкой волне прошли 2024 год. Кроме того, пожалуйста, на протяжении 2024 года остерегайтесь обмана и, пожалуйста, никого не обманывайте. Даже если это ложь во благо, этого не стоит делать в високосный год, потому что ситуации будут настолько проигрываться, настолько быстро, что вы еще окажетесь виноватыми. Помните об этом. И, конечно же, в 2024 году остерегайтесь числа именно 4. Дело в том, что это тяжелое число для 2024 года, и поэтому старайтесь его не использовать на протяжении года, ни в каких-либо цифрах, ни в каких-то кодах, паролях. Также на 4 число любого месяца не назначайте важных встреч, сделок. Также не старайтесь сидеть, например, за 4 столиком, и вообще старайтесь цифру 4 избегать. Обращаем на это ваше внимание. Ну а благоприятное число на 2024 год обращаем число 9. Все-таки это такое энергетически сильное число, и в 2024 году оно действительно многим людям поможет. Но главное быть внимательными и осторожными. Также, пожалуйста, на протяжении всего 2024 года будьте осторожны на язык. Что мы здесь имеем в виду? Никаких не давайте клятв, обещаний, потому что просто-навсего пройдут какие-то определенные ситуации, события, и, соответственно, вы не сможете сдержать. Поэтому 100 раз подумайте перед тем, как кому-то что-то говорить, потому что вот год 2024 год, он будет коварный, то есть
иногда вот вы что-то запланировали, задумали, а в вашей жизни наоборот все будет наоборот. Обращаем ваше внимание. Далее, высокосный год, не стоит писать завещание и закупать для себя смертное, так как в этом случае люди в этот год же и будут умирать. Также обращаем ваше внимание, если высокосный год, похороны в чем-то доме, то и на следующий год будет еще одно несчастье, поэтому все-таки будьте осторожны. Кроме того, если вы топите печь осиновыми дровами, то в 2024 год не стоит этого делать, иначе притянете к дому очень большую беду. Кроме того, что еще очень важно на 2024 год. Высокосный год ни в коем случае не стоит отвечать на вопрос о здоровье похвалой. То есть, если кто-то вам ответит на этот вопрос, слава богу, здоров, то после этого человек может заболеть. Поэтому на вот такие вопросы, как у вас здоровье и так далее, нужно давать какой-то уклончивый ответ. Ну, например, скажите, когда, как, но тогда с вашим здоровьем ничего не случится. Также помните о том, что у нас на протяжении всего 2024 года в жизни людей будет темный ангел Касьян, и он, к сожалению, будет все наперекор нашим с вами желаниям, поэтому будьте осторожны и внимательны. Также обращаем ваше внимание, что по старинной народной примете высокосный год не женятся и не венчаются. Вы, наверное, об этом все знаете, но, конечно же, есть всевозможные различные ситуации, когда свадьбу просто перенести нельзя. У каждого это свой форс-мажор. В таком случае невеста, не предупреждая о своем намерении, должна переступить через ноги спящего жениха, и только тогда брак, совершенный в высокосный год, будет благополучен. Используйте, пожалуйста, это. Также мы хотим вам дать одну интересную молитву. Это молитва на покой и лад в семье, но ее нужно читать в высокосный год. То есть, начиная уже прямо с 1 января, вы ее можете читать. Мы ее оставим, друзья, в описании к этому видео. И обязательно эту молитву перепишите и читайте время от времени, потому что 2024 год, он будет достаточно вот таким, вы знаете, коварным, для кого-то он будет проклятым, для кого-то он будет сложным. А прямо сейчас, друзья, в комментариях напишите слово «Благодарю, эзотерика, для тебя». Нам это будет очень приятно, и поставьте, пожалуйста, лайк. Для нас это очень важно, потому что мы даем очень важную и очень ценную информацию. На что еще стоит, друзья, обратить особое внимание. Многие знают о том, что очень важно, чтобы в вашем доме было мир, спокойствие и добро. Поэтому старайтесь в 2024 год не приглашать тех людей, которые завистливые, которые пытаются любыми способами что-либо сделать. Поэтому будьте, пожалуйста, с такими людьми осторожными, старайтесь вообще их в дом не впускать. Также используйте защитные обереги, даже самая простая булавка и иголка, чтобы в ваш дом никто не принес никакую заразу. Также обращаем ваше внимание, в 2024 году, если у вас есть домашние животные, их ни в коем случае нельзя продавать. И обращаем ваше внимание, что вообще высокосный год, он будет такой, знаете, будет очень интенсивный, такой вот активный. Будет одна ситуация переходить в другую. Поэтому мы рекомендуем вам быть очень внимательными и быть очень осторожными на протяжении 2024 года. Возможно, многие скажут, все это ерунда, это ваше право, но хотим вам сказать, что мы уже неоднократно говорили в других видео на нашем канале о том, что все-таки высокосный год у нас сильно удивит, кого-то порадует,
порадует, но это будет, знаете, это больше будет исключение, чем правило. Поэтому будьте осторожны, и если что-то вы запланировали, уже сделайте сейчас. А 2024 год пусть пройдет для вас, вот знаете, вот спокойно, мирно и умиротворенно. Друзья, мы надеемся, что 2024 год для вас пройдет благополучно, денежно, удачно. Соблюдайте те советы, рекомендации, которые мы дали. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно в комментариях к этому видео напишите «Благодарю, Эзотерика для тебя». Нам это будет приятно. Поставьте лайк. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.